안녕하세요, друзья! Сегодня мы разберем, как правильно использовать 으로, чтобы указывать направление или цель действия. Я уже выкладывала видео с конструкцией 으로, которая показывает способ. В этом видео мы рассматривали, как можно показать, каким транспортом куда-то мы попадаем или из какого материала сделано что-то. В этом же видео 으로 показывает, в каком направлении вы двигаетесь или куда идете. Использование такое же, просто имеет разные значения. Присоединяется эта конструкция к существительному, чтобы показать направление. Например, иду направо, или это автобус до Сеула. Если наше существительное заканчивается на подчим, например, 오른쪽, мы должны использовать 으로. А если же существительное не заканчивается на подчим, мы присоединяем просто ро. Также есть исключение. Если наше слово заканчивается на подчим, и этот подчим ри을, мы присоединяем просто ро. Например, 서울 – это Сеул, и мы хотим сказать по направлению в Сеул, он у нас заканчивается на подчим, но так как этот подчим ри을, мы добавляем просто ро вместо ыро. Просто запомните, что если подчим, на который заканчивается наше существительное, является буква ри을, мы просто добавляем ро. Рассмотрим ыро, который показывает направление на примерах. Ситуация такая. Вы сели в такси, и вам необходимо сказать, что вы едете в Сеул. Получается, что мы говорим 서울 и 가주세요. Отвезите, пожалуйста. И чтобы сказать отвезите в направлении Сеула, мы должны добавить частицу ро, так как наше слово заканчивается на подчим, и этот подчим ри을. 서울로 가주세요. Вот еще одна ситуация. Вы идете на концерт и показываете свой билет работнику. Представим, что ваше место оказалось на 3-м этаже, и работник вам говорит, идите на 3-й этаж. 3-й этаж. 3층. Поднимитесь. 올라가주세요. Чтобы показать направление, мы должны записать конструкцию 으로. Наше слово заканчивается на подчим, и поэтому мы добавляем 으로. 3층으로 올라가주세요. Поднимитесь на 3-й этаж, пожалуйста. Рассмотрим эти два предложения. Оба предложения используют конструкцию 으로. Первое переводится иду домой на автобусе. Второе иду в направлении дома. Или же просто коротко иду домой. Используются они одинаково, просто меняется смысл. В обоих предложениях 으로 присоединяется к существительному. Если есть подчим 으로, если нет подчима ро. Запомните, что 으로 можно использовать при показании способа и направления. Если бы наше первое предложение не имело слова 집에, а было бы 버스로 가요, мы бы его могли перевести «идите к автобусу». И в то же время оно может означать «еду на автобусе». То есть значение этой конструкции зависит от контекста нашего, от того, о чем именно идет речь. Поэтому будьте внимательнее и определяйте значение в зависимости от контекста. Когда у вас будет много практики, вы на автомате будете понимать, что именно это означает. Главное, просто знайте, что это может быть либо способом, либо направлением. А теперь ваша очередь. Напишите в комментариях, куда вы идете, используя 으로. А я же в свою очередь проверю ваши предложения. Теперь вы умеете уверенно говорить о направлении и цели действия по-корейски.
Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Не забудьте включить уведомления, чтобы не пропустить следующие уроки. 그럼 다음 시간에 만나요. 안녕!